I've got the blues, and it's all about my honey man. Изначально я планировал выпустить небольшое видео про девочку, жертву похищения по имени Сабина Дарден, минут на 10-12 максимум. Но когда начал читать материалы и вникать в суть дела, понял, что необходимо выпустить полноценный фильм и рассказать всю историю целиком, от самых ее истоков до последних новостей наших дней. Оказалось, что это не просто история похитителя и его жертвы. Все гораздо серьезнее и глубже. Это история мирового масштаба с огромным числом действующих лиц. Маньяки, сектанты, коррупционеры, педофилы, злоупотребление служебными полномочиями, человеческие жертвоприношения, пытки, истязания, заговоры, участие международной преступной группы, работорговля. Здесь будет все вышеперечисленное. История настолько мерзкая, что многие из вас будут в прямом смысле в шоке. Вы будете испытывать злость и ярость. Дело не только в жестокости преступлений, но и в том, кто за всем этим стоял и продолжает стоять. «28 мая 1996 года 12-летняя бельгийская девочка по имени Сабина Дарден выехала на своем велосипеде из дома в школу. Обычная такая поездка занимала у девочки 15 минут. К половине 9 утра Сабина уже проехала треть пути, когда с ней поравнялся дом на колесах, у которого открылась дверь. Девочку затащили в автомобиль. Несмотря на то, что ей было всего 12, она сильно сопротивлялась и ругалась на похитителя. Однако этот человек сказал Сабине, что он ее вовсе не похищает, а напротив спасает. По его словам, девочку хотели похитить злоумышленники. Эти злоумышленники якобы предложили родителям Сабины заплатить выкуп, но те отказались. И тогда похитители пообещали убить ее. Конечно же, все это было неправдой. Это было банальное похищение. Из-за раннего утра свидетелей похищения не было. Девочку накачали наркотиками. А похитителем был самый известный бельгийский маньяк – Марк Дютру. За рулем автомобиля был его помощник Мишель Лельевр. С этого дня в жизни девочки наступил настоящий ад. Этот ад продлится ровно 80 дней. Дютру запер Сабину в своем доме. Первый день Дарден провела прикованной к кровати абсолютно голой. Из всех вещей в комнате она могла пользоваться только горшком. Уже на второй день заключения Дютру снял с нее кандалы и отвел в свою спальню, где изнасиловал. Весь процесс он снимал на камеру. Марк постоянно рассказывал Сабине, что защищает ее от похитителей, и называл себя ее спасителем. Он утверждал, что девочку хотели похитить из-за работы ее отца. Таким образом, ему удалось убедить Сабину, что единственный способ выжить – это ни в коем случае не покидать его дом и молчать. Но если с этим она согласилась, то она никак не могла понять, как насилие сможет ее защитить от похитителей, и не считала это нормальным явлением. В конце третьего дня Дютру отвел девочку в подвал, где она и проведет остаток своего заключения. Подвал был всего метр в ширину и 3 метра в длину. Там были матрас, горшок, полка, 2 светильника и практически сломанный телевизор. Этот телевизор можно было использовать только для игры в подключенную к нему приставку Sega. Дютру утверждал, что построил это место специально для Сабины, чтобы похитители не смогли найти ее. В конце концов, ему даже удалось убедить девочку, что ее родители даже не пытаются найти ее, потому как думают, что она мертва. Все дни заключения проходили одинаково. Девочка выполняла школьные задания, играла в приставку, затем приходил Дютру, уводил ее в спальню. Там насиловал и снимал все это на камеру. Еда девочки всегда была худшего качества, чем еда похитителя. Душ ей разрешалось принимать только в том случае, если она соглашалась, чтобы ее мыл Дютру.
Похититель разрешил ей писать письма домой, родным и друзьям. Он пообещал, что передаст эти письма, но, как вы догадываетесь, обещание он не сдерживал. Вместо этого он сам читал эти письма и в соответствии с их содержимым корректировал свое общение с девочкой. Однажды Сабина Дарден предложила позвонить родителям по телефону. На это Дютру ответил, что телефон прослушивается бандитами, и если они узнают, что Сабина находится у него, то она будет немедленно убита. Всего в плену Сабина провела 80 дней. Ближе к окончанию этого срока девочка сообщила своему похитителю, что ей очень тоскливо одной. Она просила ее отпустить, невзирая на последствия. Дютру пообещал подумать, но вместо освобождения похитил еще одну девочку, 14-летнюю Летицию Дельес. Дарден обнаружила ее прикованной к кровати на 77-й день своего заключения. Впоследствии Сабина будет чувствовать свою вину в похищении Летиции. Дельес накачали наркотиками сильнее, чем Дарден. Позднее выяснится, что перед обеими девочками Марк Дютру разыграл одинаковый спектакль с якобы похищением некой преступной группировкой и отказе их родителей платить выкуп. Сабина стала было что-то подозревать, но Дютру настолько хорошо промыл ей мозги, что в итоге она все же сказала, что верит ему. Не помогли даже рассказы Летиции о том, что по всей Бельгии развешаны плакаты с изображением пропавшей Сабины. Однако, в отличие от похищения Дарден, у похищения Летиции Дельес были свои очевидцы. Один из них запомнил номер машины похитителей. Полиция проверила этот номер, вышла на Дютру и выяснила, что ранее он уже был судим. Марк Дютру был арестован 13 августа 1996 года. Полицейские полагали, что у него дома им удастся найти только Летицию. В конце концов, Дютру признался в похищении, привел полицейских в подвал, где они обнаружили обеих похищенных девочек. Это произошло 15 августа, через 2 дня после ареста Марка Дютру. Только находясь в полицейском участке, Сабине Дарден наконец стало ясно, что никакой преступной группировки, требований выкупа и намерений ее убить нет и никогда не было. И что родители все это время отчаянно ее разыскивали. Следствие по делу Марка Дютру шло долгих 8 лет. Судебный процесс над ним начался в городе Орлон лишь 1 марта 2004 года. Почему же следствие шло так долго, спросите вы? Начав распутывать этот клубок, следователи обнаружили такие ужасные факты, что волосы на голове вставали дыбом. Но вопрос был не только в этом. Оказалось, что Дютру действовал не один. В его преступлениях были замешаны очень влиятельные люди. Освобождение похищенных Сабины Дарден и Летиции Дельес стало не концом всей истории, а только ее началом. Марк Дютру родился в брюссельской коммуне Иксель 6 ноября 1956 года. Марк был старшим из 5 детей в семье, его родители работали преподавателями. Раннее детство мальчик провел в бельгийском Конго, некогда существовавшей стране-колонии Бельгии. Но после конголезского кризиса, который вспыхнул после получения Конго статуса независимого государства, семья вернулась обратно в Бельгию. Сам Дютру сообщал, что родители неоднократно избивали его. Родители Марка развелись в 1971 году, из-за чего их старший сын решил уйти из дома. В 15 лет Дютру начал вести бродяжнический образ жизни, а впоследствии решил стать мужчиной по вызову. В 20 лет он женился. У пары родилось 2 детей. Марк периодически поколачивал жену и изменял ей. В 80-х они развелись. Одной из его любовниц была девушка по имени Мишель Мартен. На ней он женился в 1989 году. И в браке с ней у него родилось еще 3 детей. Интересно, что пара поженилась прямо в тюрьме, где оба отбывали срок. Но как они там оказались? 14 декабря 1985 года Дютру похитил некую Аксель Д. Фамилии жертв не раскрываются до сих пор. Тайна следствия. В своих показаниях девушка упомянула, что у Дютру был сообщник – Жан ван Петекхем. Этот сообщник рассказывал девушке, что они с Дютру были частью банды. У этой банды якобы было 2 главаря – итальянец и тупица.
На допросе Петтекхем признался, что участвовал в изнасиловании, а также рассказал, что был и третий соучастник похищения, или точнее участница, Мишель Мартен. Вообще, на том допросе Петтекхем сообщил много чего интересного. Например, что проживал вместе с Дютру после демобилизации из армии и последующего неудачного брака. Что первыми их жертвами стали две девочки из Мерланвельза. Этих девочек найти так и не удалось. Что первое совместное похищение Дютру и Петтекхем совершили 7 июня 1985 года. Жертвой стала 11-летняя Сильвия Д. Затем, 17 октября, они похитили 19-летнюю Марию В. Мария В. также рассказала о третьем мужчине, который принимал участие в ее похищении, которому было около 50 лет. Полиция так и не нашла этого человека. 17 января 1986 года была похищена 18-летняя Кэтрин Б. В этом деле у Дютру было несколько сообщников. Найти их также не удалось. В то время Петтекхем служил в армии в Германии и не мог быть сообщником Дютру. 18 декабря 1985 года Дютру похитил 15-летнюю Элизабет Г., которую фотографировал в обнаженном виде. В начале февраля 1987 года были арестованы Мишель Мартен, Марк Дютру и Жан ван Петтекхем. В значительной степени это произошло по вине Петтекхема, который в разговорах с девушками предоставил много информации о себе, что было достаточно для полиции, чтобы опознать его. В конце концов, 26 апреля 1989 года все трое были осуждены. Дютру получил 13,5 лет тюрьмы, Петтекхему дали 6,5 лет, а Мартен получила 5 лет. Дютру получил более суровый приговор, потому что он также совершил несколько ограблений. Марк Дютру должен был выйти из тюрьмы в 2002 году, но вышел гораздо раньше, практически не отсидев нисколько. Столь раннему выходу в значительной степени поспособствовал тогдашний министр юстиции Мельхиор Уотлет. Непонятно, чем руководствовался министр, но из-за этого дела он вступил в серьезное противостояние с прокурором и психиатром, который изучал поведение Дютру в тюрьме. Несмотря на их доводы, что на воле этот человек будет опасен для общества, Марка Дютру все равно освободили из тюрьмы. Но этот приступ неслыханного добродушия от министра юстиции далеко не все. Находясь в тюрьме, Дютру удалось убедить докторов, что он стал инвалидом из-за перенесенного им психического заболевания. Благодаря этому бельгийское правительство назначило ему ежемесячное пособие в размере $1200. В ходе последующих консультаций врачи назначат ему седативные препараты для лечения его бессонницы. Эти препараты Дютру впоследствии будет применять для обезвреживания своих жертв. В собственности у Дютру было 7 небольших домов, большинство из которых пустовало. 3 своих дома он использовал для издевательств над похищенными девушками. Хотя всем было известно о недвижимости Дютру, но финансовая поддержка государства не ослабевала. В одном из своих домов он и построил укрепленную тюрьму для содержания похищенных девушек. Преждевременное освобождение Дютру стало не просто серьезной ошибкой чиновников. Этот поступок можно рассматривать как серьезнейшее нарушение закона. Ведь череда ужасных преступлений этого маньяка только начиналась. 24 июня 1995 года 8-летние одноклассницы Жюли Лежен и Мелисса Руссо были похищены и заперты в доме Дютру. Как раз в том доме, в подвале которого он соорудил тюрьму. Девочки подвергались изнасилованиям, которые снимались на видеокамеру. Спустя ровно 2 месяца, ранним утром 23 августа, Дютру вместе со своим сообщником Мишелем Лельевром похитили подростков Ан Маршаль и Эфье Ламбрекс. Девушки возвращались домой после вечеринки. Поскольку подвал уже был занят девочками Лежен и Руссо, девушек постарше пришлось приковать цепями в спальне маньяка. В сентябре Дютру вместе с еще одним своим сообщником, Бернаром Вайнштейном, накачали Маршаль и Ламбрекс таблетками, которые Марку прописали для лечения бессонницы. Затем преступники вывезли их в другой город и похоронили живьем. Примерно в это же время Вайнштейн и человек по имени Филипп Дайверс
украли микроавтобус и спрятали его в ангаре. После того, как автомобиль обнаружил владелец ангара, его забрала полиция. Дютру и Вайнштейн подозревали, что Дайверс и его друг по имени Пьер Рошоу предали их. Поэтому ночью 4 ноября Дютру и Вайнштейн решили устроить допрос по поводу микроавтобуса. Преступники заманили своих бывших подельников в дом Вайнштейна, накачали успокоительными и заперли их. Затем они отправились в дом Рошоу искать улики. Дома оказалась девушка Рошоу, Бенедикт Жадо. Преступники схватили девушку, отвезли ее домой к Вайнштейну и допросили. После допроса они связали Бенедикт и отправились на поиски новой жертвы. Каким-то чудом Бенедикт Жадо смогла освободиться. Она добежала до соседей и попросила их вызвать полицию. Вайнштейна объявили в розыск. Предвидя, что на допросе в полиции Вайнштейн может расколоться, Дютру решает убить его. Он похитил Бернара Вайнштейна и удерживал у себя в подвале на протяжении недели, с 13 по 20 ноября. В это время он позволил похищенным 8-летним девочкам Жюли Лежен и Мелиссе Руссо свободно гулять по дому. Подсыпав в еду Вайнштейну снотворное и дождавшись, пока тот отключится, Марк Дютру закрепил хомуты вокруг яичек своего бывшего подельника и начал его пытать. Цель пыток заключалась в раскрытии места, где Вайнштейн хранил свои деньги. Затем Дютру заживо похоронил Вайнштейна у себя на участке. 6 декабря 1995 года Дютру снова был арестован, на этот раз за угон автомобиля. Аресту поспособствовало описание, которое полицейским предоставил его бывший друг, Пьер Рошоу. Во время ареста Дютру в его доме находились 8-летние девочки. Находясь под арестом, Дютру приказал своей жене Мишель Мартен носить в подвал еду и воду. Однако Мартен отказалась кормить девочек. Позднее она объяснит это тем, что боялась спускаться в темный подвал. Бедные девочки так и умрут от голода и обезвоживания. Первоначально Дютру заявлял, что они еще были живы, когда он вернулся домой после освобождения 20 марта 1996 года. Якобы Лежен умерла в день его выхода, а Руссо – 4 дня спустя. Несмотря на все попытки спасти ее, Дютру похоронил тела девочек рядом с телом своего бывшего сообщника, Бернара Вайнштейна. Далее произошло похищение сначала Сабины Дарден, а затем и Летиции Дельес. После этого арест маньяка и освобождение девочек. Но и после ареста Марка Дютру с его делом происходили странные вещи, связанные то ли с разгильдяйством, то ли с халатностью и банальным нежеланием вести расследование. Судя по некоторым обстоятельствам, возможно, имел место преступный сговор, потому как другого объяснения поведению полицейских просто не найти. Сейчас мы рассмотрим эти случаи. Так, например, в 1995 году мать Дютру написала властям письмо, в котором утверждала, что ее сын похитил и удерживает в подвале 2 девочек. Полицейские проигнорировали данное заявление. Между похищением Лежен и Руссо в июне 1995 года и арестом Марка Дютру в августе 1996 года прошло 14 месяцев, хотя у полиции с самого начала был главный подозреваемый в похищениях. Дело в том, что с момента своих первых похищений Дютру совсем не поменял свою тактику. Поэтому полиция с самого начала была практически уверена, кто стоит за похищениями. Во время поисков Лежен и Руссо полицейские посетили дом Дютру, где он удерживал девочек. Посетили его дважды – 13 декабря и затем через 6 дней – 19 декабря 1995 года. Однако попыток освободить девочек предпринято не было. Хотя слесарь, сопровождавший полицейского Рене Мишо, сказал, что слышал крики детей, доносившиеся из подвала дома. Как сообщается, слесарь сказал: «Я не уйду, пока мы не перевернем весь дом вверх дном. Крики точно доносятся из дома». На что офицер Мишо ответил: «И кто из нас офицер полиции? Ты или я, а?» 6 декабря 1995 года Марк Дютру был арестован за угон автомобиля и приговорен к 3 месяцам тюрьмы. Если бы полицейские тогда все же обыскали дом Дютру,
Они бы обнаружили 8-летних Жюли Лежен и Мелиссы Руссо, и девочки бы не умерли столь ужасной смертью от голодания и обезвоживания. После ареста Дютру в августе 1996 года во время обысков в его доме было обнаружено около сотни видеопленок. Полностью эти записи так и не посмотрели. На некоторых из них было запечатлено, как Марк строит подвал, в котором в дальнейшем будет держать своих жертв. Кто знает, что еще интересного там можно было увидеть. Эти пленки лежат в полицейском архиве с декабря 1995 года, после ареста Дютру за угон машины. Пленки были переданы прокурорам, но не судьям. Но и это еще не все. Часть пленок вообще была возвращена Дютру тем же полицейским Рене Мишо, который отказался проводить детальный обыск дома маньяка. Он также отказался ознакомиться с содержимым этих пленок. Следователем по делу был назначен Мишель Бурле. Он рассказал, что некоторые пленки бесследно исчезли, и что он хотел бы их все восстановить, отсмотреть и приобщить к делу. Сообщалось, что пленки, которые были возвращены Дютру, впоследствии были украдены. В 1999 году некоторые из пленок наконец были отсмотрены. На одной из них запечатлено, как Дютру насилует молодую девушку в Словакии. Видеозаписи могли позволить идентифицировать других жертв, а также определить степень жестокости пыток, которым эти жертвы подвергались. На суде адвокат одной из жертв, Летиции Дельес, также выразит недоумение по поводу отказа следствия отсмотреть все видео, ведь по ним можно было бы доказать, что маньяк не действовал в одиночку, и определить всех его сообщников. 23 апреля 1998 года Марку Дютру разрешили ознакомиться с материалами его уголовного дела. Ему предоставили 2 офицеров полиции. Когда один из них отправился на перерыв, Дютру вырубил второго и сбежал. Его поймали спустя несколько часов. После этого происшествия министр юстиции Стефан де Клерк, министр внутренних дел Йохан ван де Ланотте и начальник полиции подали в отставку. По поводу шефа полиции информации нет, но за бывших министров вы можете не переживать. Они сразу же устроились на отличные должности в сфере государственного управления. В 2000 году Дютру был приговорен к 5 годам тюрьмы за нападение на полицейского во время побега. В 2002 году ему дали еще 5 лет за другие преступления. Во время обысков в подвале дома Марка Дютру были найдены 1000 волос. Однако почему-то их не решались отправлять на исследование ДНК вплоть до 2001 года. Во время проведения расследования проходило дознание, но вышло так, что на дознание бросили все ресурсы, из-за чего в итоге было упущено драгоценное для проведения расследования время. Также на проведение расследования повлияли языковые трудности. Так, например, показания Регины Луф, одного из ключевых свидетелей по делу Дютру, были даны на голландском языке. Эти показания несколько раз пересматривались различными свидетелями, которые в основном были франкоговорящими. У них возникли трудности с пониманием, в результате чего значение некоторых слов и части показаний девушки были изменены, что сделало ее заявления менее убедительными. Сообщалось, что Марк Дютру вместе с одним из своих сообщников собирались заняться работорговлей со Словакией, Чехией и Западной Европой. Это подтверждали и некоторые улики. Угнанный автомобиль был связан с Чехией и Словакией. Во время ареста Дютру у него при себе обнаружили 2000 словацких крон. На это опять же указывает и видео с изнасилованием словацкой девушки. В августе 1996 года 6 бельгийских следователей посетили Чехию и Словакию, но им не удалось найти никаких признаков того, что Дютру совершал преступления на территории этих стран. Многие бельгийцы предположили, что Марк Дютру был частью обширной сети педофилов, в которую входили высокопоставленные члены бельгийского истеблишмента, которые так и не были привлечены к ответственности, несмотря на очевидные улики против них. В октябре 1996 года следователь Жан-Марк Канерот был отстранен от дела якобы из-за подозрений по поводу отсутствия у него беспристрастности в этом деле, после того, как он посетил благотворительный ужин для семей жертв Марка Дютру. Ходили слухи, что перед отстранением
Каннерот выступал за раскрытие имен высокопоставленных чиновников, которые появились в видеозаписях, сделанных маньяком. Каннерот рассказывал, что бизнесмен Мишель Нихул планировал операции по похищению детей. Следователи также предполагали, что Дютру и Нихул планировали заниматься поставками проституток в соседние страны, а также импортировать автомобили и девушек из Словакии. В 1996 году следователи сообщили, что Дютру был звеном схемы по организации детской проституции. Он мог быть причастен к нескольким до сих пор не раскрытым исчезновениям детей. Ходят слухи, что банда, которая взаимодействовала с Дютру, предлагала по $5000 за ребенка. Помимо детей, сюда относился и угон автомобилей, и контрабанда. Машину, на которой похитили Жюли Лежен и Мелиссу Руссо, найти так и не удалось. Генеральный прокурор Энн Тилли решила поручить расследование эпизодов с угонами автомобилей, совершенными Дютру, и эпизодов с контрабандой разным ведомствам из разных частей Бельгии. Как вы понимаете, это очень затруднило проследить связь между угонами, контрабандой и работорговлей. Проскальзывает информация, что Нихул предлагал Дютру заниматься похищением и последующей продажей девушек из восточных стран. Сообщник Дютру, Мишель Лельевр, признался, что 8-летние Жюли Лежен и Мелисса Руссо были похищены по заказу третьей страны. Однако, находясь под арестом, Лельевр внезапно отказался сотрудничать со следствием. Он сказал, что ему угрожали и обещали убить, если он будет продолжать давать признательные показания. Новость об отстранении Жана-Марка Каннерота буквально взорвала бельгийскую общественность. Отец Мелиссы Руссо сказал, что отстранение Каннерота – это плевок на могилы Жюли и Мелиссы. Впоследствии он скажет, что с отстранением этого следователя прогресс в расследовании прекратился. Отцы Мелиссы Руссо и Жюли Лежен стали организаторами одной из самых многочисленных акций в истории страны под названием «Белый марш». За неделю до Белого марша люди уже начали собираться перед зданиями бельгийских судов. 14 октября люди вышли на улицы с флагами, на которых было написано «Мне стыдно быть бельгийцем». 20 октября 1996 года 300 тысяч человек, 3% населения страны, прошли маршем по улицам Брюсселя. Многие бельгийцы, жившие за пределами Брюсселя, специально приехали в город, чтобы принять участие в этой акции. В руках у каждого была какая-то вещь белого цвета. Воздушный шар, плащ или что-то другое. Некоторые люди выкрасили в белый цвет свои лица. Белый цвет у бельгийцев символизирует цвет надежды. Во время марша пожарная команда направила пожарные шланги на здание федерального парламента в знак того, что их нужно очистить. Своим маршем бельгийцы хотели показать, что в стране нужно что-то менять, и что система правосудия должна уделять больше внимания детям. После демонстрации были созданы так называемые «белые группы» и «белые комитеты». Позже они организовали поминовение, на котором присутствовало около 6,5 тысяч человек, включая родителей пропавших без вести и убитых детей. Белые комитеты часто критиковали тогдашнего премьер-министра Жана-Люка Дехане за то, что виновные в преступлениях до сих пор не понесли наказания. Дютру владел несколькими домами. Откуда он взял деньги на их покупку, до сих пор неизвестно. Его общее состояние составляло 6 миллионов бельгийских франков, 130 тысяч долларов США. Помимо этого, ежемесячно он получал пособие в размере $1200. На сайте Wikileaks были опубликованы документы, из которых видно, что на банковский счет Мишель Мартен, жены Марка Дютру, поступали крупные суммы денег в разных валютах. Даты поступлений были связаны с датами похищений жертв Дютру. Наиболее частые переводы осуществлялись из Марокко и Саудовской Аравии. Также стало известно, что Дютру совершал мошенничество с фондами медицинского страхования, мудрил на фондовых рынках и делал прочие темные дела. Все это помогло ему разбогатеть. Отец убитой Энн Маршаль предположил, что правоохранительные и судебные органы намеренно затягивают рассмотрение дела. Он был очень зол по поводу того, что прошло уже несколько лет с момента ареста убийцы, а расследование практически не сдвинулось с мертвой точки. Он сказал: «Такое чувство, что они не хотят найти правду. Это не очень хорошее чувство, и не я один так думаю».
Родителям Мелиссы Руссо не разрешили взглянуть на тело собственной дочери, чтобы опознать ее. Власти сообщили им, что тело видел Дютру, и он подтвердил, что это была их дочь. Этого было якобы достаточно. Вскрытие Мелиссы показало, что девочку изнасиловали большое число раз в течение довольно продолжительного периода времени. ДНК-исследование, которое могло бы установить лиц, причастных к изнасилованию, проведено не было. Сам Дютру всегда отрицал, что насиловал Мелиссу и Жюли. В конце концов, многие семьи жертв маньяка стали бойкотировать официальное расследование. Они заявляли, что устраивался цирк, а не расследование. А после отстранения от дела следователя Жана-Марка Канерота, прогресса в нем более не было. Еще раз. В подвале Марка Дютру было найдено несколько тысяч человеческих волос. Судья Ланглуа отказался санкционировать проведение их ДНК-исследований. Хотя ведущий следователь Мишель Бурле буквально умолял его отправить их на анализ, чтобы узнать, был ли причастен к преступлениям кто-то помимо Дютру. Генеральный прокурор Энн Тилли поддержала решение судьи. По ее мнению, к преступлениям был причастен один только Дютру, поэтому необходимость в ДНК-исследовании отпадала. Журналисту она сказала: «В любом случае, все волосы сейчас на исследовании. Все 5000. Что мы получили? Ничего. Не появилось никаких дополнительных улик или подозрений. Это доказывает, что судья Ланглуа всегда был прав». Однако этот журналист заявил, что прокурор лгала. Источники, занимавшие центральное место в расследовании, подтвердили, что волосы в 2002 году так и не были проанализированы. Прокурору начали задавать вопросы, как они доказали, что девочек изнасиловал Марк Дютру, если он сам постоянно отрицал этот факт, а ДНК-исследование не проводилось. Тилли ответила, что ДНК-тесты были проведены, но их результаты нельзя считать убедительными, поскольку на момент обнаружения тела девочек подверглись сильному разложению. Адвокат Дютру Ксавьер Магни во время судебных слушаний сказал: «Я говорю не только как адвокат, но как гражданин и отец. Он не был только дьяволом. Более 6000 волос, обнаруженных в подвале, где удерживались жертвы, содержит 25 неизвестных профилей. В том подвале находились люди, которым в настоящее время не предъявлено никаких обвинений». Обвинение никогда не пыталось сопоставить эти профили ДНК с людьми, причастными к делу. Магни также рассказал, что прокуроры не обратили внимания на улики, указывающие на связь с культом Абрасакс, который якобы занимался человеческими жертвоприношениями. В доме Бернара Вайнштейна, бывшего сообщника Дютру, нашли письмо, написанное представителями оккультной секты Абрасакс. В письме упоминался дар для Доминик Киндерман, их верховной жрицы. Этот дар составляли 17 девушек возрастом от 2 до 20 лет для занятий с ними анальным, оральным и вагинальным сексом. Письмо было подписано жрецом Анубисом. Позднее этого Анубиса идентифицировали. Последующие расследования показали, что 4 полицейских из Шарлеруа были членами этой секты, а один из них даже занимал там пост казначея. В 1996 году штаб-квартиру Институт Абрасакс обыскали 150 офицеров полиции. На видео с этого рейда видно, что полицейские выносят сумки с бумагами, видеокассеты и холодильник, наполненный пакетами с кровью животных. Они также изъяли приспособления для проведения ритуалов черной магии и человеческие черепа. Некоторые пытались обвинить правоохранительные органы в том, что они намеренно хотят сделать Институт Абрасакс козлом отпущения в деле Дютру. Однако один из свидетелей, который провел в плену у секты 10 лет, подтвердил, что видел, как несколько детей были изнасилованы во время проведения ритуала. Некоторые офицеры были отстранены от дела в 1997 году. Сообщается, что они манипулировали доказательствами, связанными с показанием Регины Луф. Отстраненные офицеры отрицали подобные обвинения. Среди них был офицер Руди Хоскинс, который считал, что показания свидетеля X1 Регины Луф были правдой, потому что ее показания совпадали с нераскрытым делом об убийстве, о котором она не могла знать, если бы не была его свидетельницей. Жан-Марк Канерот еще до своего отстранения от дела решил собрать всех ключевых свидетелей по делу Дютру. Чтобы обеспечить безопасность этих свидетелей,
Им были присвоены кодовые имена «Свидетель X». Регина Луф получила кодовое имя «Свидетель X1». Она с большой точностью описала убийство 15-летней Кристины Ван Хейес. Группа людей до смерти замучила девушку. Среди них она узнала бизнесмена Мишеля Нихула. Дютру за всем этим наблюдал. Тело Кристины было обнаружено в 1984 году. Офицер Де Бетс, ведущий расследование, заявил, что они проверяли все показания свидетелей X. Поскольку это отняло у полиции много ресурсов и времени, было инициировано расследование по делу, которое затем снова потребовало столько же ресурсов, сколько и расследование самого Де Бетса. Было сказано, что подозрение росло, потому что Де Бетс и другие были частью секты, стремящейся дестабилизировать королевство. Де Бетс и значительная часть его команды были отстранены от расследования и отправлены домой в бессрочный отпуск. Де Бетс не только был отстранен от расследования, но в 1997 году ему также было предъявлено обвинение в сокрытии того факта, что Регина Луф ошибочно опознала одну из жертв. Хотя на видеозаписях ее допроса видно, что ей было очень трудно стоять, когда она рассматривала фотографии, и что ее правильный ответ все это время хранился в файлах. В 1999 году с Де Бетса были сняты все обвинения. Кроме того, двум журналистам, которые, как считалось, опорочили его и 4 его коллег, было приказано выплатить жандармам 2,2 миллиона бельгийских франков, около 55 тысяч долларов США, плюс расходы. Несмотря на то, что Де Бетс был реабилитирован, его и его коллег уже не допустили к расследованию дела Марка Дютру. А вот офицер Мишо, который отказался обыскивать дом Дютру, когда там еще находились живыми Лежен и Руссо, который отказался просматривать видеозаписи, сделанные маньяком, и который потом решил вернуть все эти записи преступнику, не только не лишился работы и был отстранен от расследования, а напротив, немного позднее пошел на повышение и стал комиссаром полиции. Не менее 7 сотрудников правоохранительных органов были арестованы по подозрению в связях с Марком Дютру. Предполагается, что один из них, детектив Жорж Зико, был сообщником Дютру. По словам прокурора, Зико были предъявлены обвинения в угоне грузовика, подделке документов и мошенничестве со страховкой. Судья, председательствующий по делу Дютру в суде, Жан-Клод Ван Эспен, имел близкие отношения с бизнесменом Мишелем Нихулом. Журналисты обнаружили, что, будучи адвокатом, Ван Эспен представлял в суде жену Нихула. Сестра Ван Эспена приходится крестной матерью ребенку бизнесмена. Однако, несмотря на столь близкие, практически родственные связи с подозреваемым, Ван Эспена очень долго не отстраняли от этого дела. В отличие от Канерота, который просто посетил благотворительный ужин в поддержку семей жертв и после этого был сразу же отстранен. Ван Эспен председательствовал в суде и по делу об убийстве Ван Хейес в 1984 году. Его отстранили от дела лишь в 1998 году, когда Нихул стал подозреваемым, и всплыли его связи с судьей. Жан-Марк Канерот дал показания в суде по делу Дютру 4 марта 2004 года. Он заявил, что на него было совершено покушение, чтобы помешать его расследованию в отношении высокопоставленных чиновников, замешанных в убийствах, изнасилованиях и торговле детьми. Он передвигался в бронированном автомобиле, его защищала вооруженная охрана, поскольку его постоянно преследовали теневые фигуры криминального мира. Полицейские сообщили ему, что за головы обвинителей в этом деле назначены цены. Канерот утверждал, что для дискредитации его расследования и чтобы дело закончилось судебным провалом, использовались методы организованной преступности. Канерот также рассказал, что получил файлы с описанием педофильской сети. В них была информация о торговле людьми за рубежом. За одну девушку устанавливалась цена в 150 тысяч франков. Канерот также выразил сомнения по поводу причин смерти 8-летних Лежен и Руссо. Как известно, человек может прожить около 3 дней без воды и около 60 дней без еды. Таким образом, девочки должны были умереть вскоре после ареста Дютру. Но его жена Мишель Мартен настаивала, что они были все еще живы, когда Дютру вышел на свободу. То есть через 14 месяцев.
В 1996 году Кеннерот даже написал письмо королю Бельгии Альберту II с жалобами, что его расследование блокируется, потому что подозреваемые имеют влиятельных покровителей. Судебная система рушится, поскольку преступные группы получили контроль над ключевыми институтами страны. Председатель парламентского расследования по делу Дютру Марк Фервильген в 1999 году опубликовал книгу о том, как разбиралось это дело. В книге рассказывается, что выводы комиссии, которые раскрывали детали о соучастниках Дютру, были отброшены влиятельными людьми из политики и юридической системы. Эти влиятельные люди отказались сотрудничать со следствием. Он рассказал, что полицейским и магистратам было официально запрещено отвечать на некоторые вопросы. Фервильген обвинил судью Ланглуа в отказе предоставить дополнительные сведения по делу. Он открыто сказал, что для него дело Дютру должно разбираться как дело организованной преступной группы. Сенатор Ан-Мари Лизин прокомментировала это дело так. «Глупость со стороны полиции не может быть единственным объяснением. Это вопрос халатности, некомпетентности и коррупции. Очевидно, что Дютру является другом некоего влиятельного человека. Или же он находится под защитой как осведомитель полиции. По словам женщины, Дютру не был педофилом, а его пытаются таковым представить. Он торговал угнанными автомобилями, оружием и был сутенером. Однажды он понял, что мужчины платят намного больше за маленьких девочек, и он начал их похищать. В 2009 году Wikileaks опубликовала так называемое досье Дютру. Бельгийские власти неоднократно пытались ликвидировать это досье. Тогдашний генеральный прокурор сказал следующее. Что-то в нем правда, что-то ложь. Информация очень разрозненна и затрагивает некоторых людей, которые не сделали ничего плохого. Эти люди были просто упомянуты в расследовании, но о них сформировалось неправильное общественное мнение. Поэтому все эти материалы должны оставаться засекреченными. Более 30 свидетелей по делу Дютру погибли при загадочных обстоятельствах. Далее будут указаны официальные причины гибели. Выводы делайте сами. Сообщник Бернар Вайнштейн был отравлен Дютру в ноябре 1995 года. Жан-Поль Таминьяу арендовал гараж рядом с ангаром, которым пользовался Дютру. Исчез 2 апреля 1995 года, после того, как рассказал другу, что узнал о Дютру важную информацию. Его ноги были обнаружены год спустя в реке. Остальные части тела так и не были обнаружены. Полицейский Симон Панселе расследовал случаи угона автомобилей, в которых был замешан Дютру. 21 февраля 1996 года, во время ночной смены, он был застрелен в собственном кабинете в отделении полиции. Жозеф Туссен, исповедник Мишель Мартен, скончался от сердечного приступа 5 марта 1997 года. Заключенный Кристиан Конрадс должен был быть допрошен о его связях с Дютру. Ему удалось сбежать из тюрьмы. Однако 7 марта 1997 года, спустя месяц после побега, его обнаружили мертвым. Причина смерти не установлена. Хосе Степпе из Шарлеруа сказал, что обладает важной информацией о Дютру. Упал замерто 25 апреля 1997 года, за 2 дня до дачи показаний полиции. В его ингаляторе был обнаружен флунитразепам, сильнейший седативный препарат. Стоматолог Брижит Хинар была другом Мишеля Нихула. 5 апреля 1998 года, ровно через год после начала дела Дютру, было обнаружено тело женщины. Официальная версия – самоубийство. Анна Коньевода обратилась в полицию, чтобы рассказать о связях Дютру с порно-мафией в Восточной Европе. 7 апреля 1998 года она была обнаружена избитой, задушенной и утопленной в реке Маас. Джина Пардайенс, соцработник, которая занималась поддержкой детей, ставших жертвами порнографических мафий. Она рассказала друзьям, что видела пленку с запечатленным убийством девочки. По ее словам, один из насильников и убийц был знаком с Мишелем Нихулом. 15 ноября 1998 года
Она позвонила в полицию и сказала, что ее жизни угрожают автокатастрофой. В этот же день, на скорости 80 км в час, ее машина влетела в ограждение моста. Женщина погибла на месте. Бывшая подруга сообщника Дютру, Мишеля Лильевра, Сандра Клейс, рассказала, что слышала, как Лильевр и Дютру обсуждали способ поднять много денег. 4 ноября 1999 года было обнаружено ее тело. Официальная версия – самоубийство. Знакомый Дютру, Надеж Ренар, собирался передать полиции список контактов Дютру. Погиб в автокатастрофе в апреле 2001 года. Александр Госселен, 86-летний мужчина, который продал свой дом сообщнику Дютру, Бернару Вайнштейну. Именно в этом доме были обнаружены останки девушек Ан Маршаль и Эфье Ламбрекс. После продажи дома Госселен продолжал жить на его территории, в деревянном шале. Своему сыну он рассказал, что находит поведение Вайнштейна очень странным. Вайнштейн неоднократно заявлял, что хотел бы купить и шале. Он якобы пытался убить собаку Госселена. Впоследствии пожилой человек сказал своему сыну, что всегда спал с ружьем под кроватью. 4 июля 1995 года, через несколько дней после похищения Жюли и Мелиссы, Александр Госселен скончался. Перед смертью его мучили сильные боли в животе. В 1997 году его дом был сожжен дотла в результате поджога. 25 августа 1995 года офицер полиции Гай Геббельс, который занимался расследованием этого дела, был обнаружен мертвым. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову из помпового ружья. Официальная версия – самоубийство. Бруно Тальяферро, знакомый Дютру. Ходят упорные слухи, что его шантажом заставили совершать преступление. Его жена рассказывала, что он избавился от машины, на которой похитили 2 девушек. Однажды он сказал жене, что его убьют, поскольку он слишком много знает. Через несколько дней после этого, 5 ноября 1995 года, он был отравлен. Первоначально полагали, что он покончил с собой. Однако после вскрытия официальная версия была изменена на убийство. Франсуа Рейскинс был замешан в одной из преступных схем Дютру. Он сказал своему отцу, что хочет поговорить с ним об исчезновении Мелиссы, прежде чем об этом узнают все. 26 июля 1995 года, в день, когда он должен был давать показания о похищении Мелиссы, попал под поезд. Мишель Перро, владелец ночного клуба, в котором оказывались определенные секс-услуги для клиентов, связался с семьями похищенных Жюли Лежен и Мелиссы Руссо. 5 декабря 1996 года, через 3 месяца после ареста Дютру, был застрелен на парковке. Офицер Жерар Ваннес, который занимался делом Дютру, погиб 16 ноября 1997 года. Фабьен Жопар, жена отравленного Бруно Тальяферро, обнаружила важные документы своего покойного мужа и обратилась за защитой в полицию. Согласно официальной версии, 18 декабря 1997 года совершила самоубийство путем самосожжения на собственной кровати. Старший прокурор по делу Дютру, Хуберт Масса, совершил самоубийство 13 июля 1999 года, через месяц после начала работы над этим делом. Полицейский Грегори Антипин, принимавший участие в расследовании, повесился 15 августа 1999 года. Охотник на педофилов Жан-Жак Феррон скончался от инфаркта 1 марта 2001 года. Кинорежиссер Бернар Трутмонт занимался продажей порнокассет. Подозревается в похищении девочки. В его доме полиция нашла детские игрушки. Позвонил в полицию и сообщил, что хочет дать показания по делу Дютру. По дороге в полицию на полном ходу врезался в здание. Погиб на месте. Мари-Луиза Энрот, пожилая женщина, которая видела, как перед ее домом Жюли и Мелисса садились в 4-дверную машину, была признана слабоумной, из-за чего ее показания не стали заслушивать. Кристоф Ван Хексе, журналист, расследовавший дело Дютру, погиб в автокатастрофе. Пьер Поль де Рике, знакомый Мишеля Нихула, владелец бара в квартале Красных Фонарей, сутенер, совершил самоубийство 17 мая 2001 года.
Филипп Дель Йос, знакомый Мишеля Нихула, адвокат. Погиб 15 ноября 2001 года. Парламентская комиссия, которая в течение 17 месяцев проводила расследование по делу Дютру, в феврале 1998 года опубликовала отчет, согласно которому Марк Дютру не имел сообщников из числа высокопоставленных чиновников в правоохранительной системе, хотя сам обвиняемый продолжал утверждать, что в деле замешана коррупция, халатность и некомпетентность чиновников. В 2004 году газета «Гардиан» про это дело написала следующее. На кону стоит авторитет нынешнего реформистского правительства Ги Верховстата и репутация Бельгии как нормальной цивилизованной страны. Суд по делу Дютру начался 1 марта 2004 года, почти через 8 лет после его ареста. Использовалась форма суда присяжных. Для дачи показаний было вызвано более 450 человек. Суд проходил в Орлоне, столице провинции Люксембург, где 8 лет назад начиналось расследование. Дютру предъявили обвинения в убийствах Ан Маршаль, Эфье Ламбрекс и Бернара Вайнштейна. Он признавал, что похищал людей, но отказывался признать, что убил их всех, хотя ранее признавался в убийстве Вайнштейна. Дютру также обвиняли в других преступлениях: угон автомобилей, похищение, попытки убийства и попытки похищения, изнасилование детей, а также изнасилование 3 женщин в Словакии. Мишель Мартен, Мишеля Лельевра и Мишеля Нихула судили как соучастников. Чтобы защитить обвиняемых, во время суда их посадили в стеклянный куб. Во время первой недели суда фотографии лица Марка Дютру запрещалось печатать в газетах по соображениям конфиденциальности. 9 марта этот запрет был снят. На протяжении всего разбирательства Дютру настаивал, что являлся частью европейской мафии педофилов, у которой были свои люди среди офицеров полиции, бизнесменов, врачей и даже высокопоставленных бельгийских политиков. В редких случаях присяжные публично выражали протесты против решения судьи Стефана Гу по поводу проведения слушаний и показаний свидетелей. 14 июня 2004 года, после 3 месяцев судебных заседаний, присяжные удалились в комнату для совещаний, чтобы вынести вердикт Дютру и 3 другим обвиняемым. Через 3 дня, 17 июня, они были готовы вынести вердикт. Дютру, Мартен и Лельевр были признаны виновными по всем пунктам. По бизнесмену Мишелю Нихулу присяжные не смогли вынести вердикт. Во время суда Дютру утверждал, что он был сошкой в могущественной сети педофилов. Позднее он начал утверждать, что Мишель Нихул был организатором всех похищений. Дютру якобы истязал и пытал всех похищенных девочек, но отказывался их убивать. Впоследствии Дютру отверг, что причастен к похищению, изнасилованию и убийству Жюли Лежен и Мелиссы Руссо. Однако признался, что держал их в своем доме. В случае с этими девочками он уверял, что пытался, цитата, «защитить их от могущественной и ужасной организации по предоставлению секса с детьми». Его заявление, что он никогда не насиловал Лежен и Руссо, были подтверждены выводами психологической экспертизы. Психотип Марка Дютру не соответствует психотипу педофила. Его не привлекали дети. Он похищал более молодых жертв, потому что ими было легче манипулировать. Дютру признался в похищениях и изнасилованиях остальных девушек. Он также признался, что заживо похоронил своего сообщника Бернара Вайнштейна за то, что тот, цитата, «позволил девочкам умереть». В дальнейшем он рассказал, что 2 неопознанных полицейских принимали участие в похищении Ан Маршаль и Эфье Ламбрекс. Дютру хвастался, что построил темницу, в которой какое-то время содержались Маршаль и Ламбрекс. «Я хотел соорудить безопасное место, чтобы уберечь их от отправки в сеть проституции». Дютру признался, что изнасиловал Ламбрекс, а Вайнштейн насиловал Маршаль. Он подтвердил, что обеих девушек они накачали препаратами. Дютру признался и в похищении и последующем изнасиловании Сабины Дарден. Признался он и в похищении и изнасиловании Летиции Дельес. Но обеих девочек он отказался передавать Нихулу, чтобы уберечь их от судьбы Ан и Эфье. Ксавьер Магни, адвокат Марка Дютру, неоднократно повторял, что обвинение никогда не рассматривало доказательства наличия сети
на которую работал Дютру. Бывшая жена Дютру и его сообщница, Мишель Мартен, они развелись в 2003 году, рассказала, что Дютру и Вайнштейн похитили Лежан и Руссо. Дютру также рассказывал ей, что убил Вайнштейна. Вместе с Вайнштейном они убили Маршаль и Ламбрекс. Позднее она рассказала, что Лежан и Руссо умерли в 1996 году в их подвале от обезвоживания и истощения. В это время Дютру находился в тюрьме. Она сама не кормила девочек, потому что очень боялась спускаться в подвал. Мартен сообщила, что Дютру решил похищать девушек в 1985 году. Он якобы сказал, что гораздо проще похитить и насиловать девушек, чем пытаться вступать с ними в отношения и заводить любовниц. Следовательно, у него останется больше времени и денег на жену. Поэтому ей пришлось помогать мужу с похищениями. Файлы X – это показания выживших жертв Дютру. Дача этих показаний была инициирована судьей Жан-Марком Канеротом. Он публично выступил с просьбой к жертвам. В итоге в полицию обратились 10 жертв. Все эти свидетели получили кодовые имена «Свидетель X» и далее его номер. Ключевым свидетелем стал X1, настоящее имя Регина Луф. Она рассказала, что в возрасте 11-12 лет друг семьи по имени Тони Ванден Богарт водил ее на секс-вечеринки с разрешения ее родителей. Несколько свидетелей и члены семьи Луф подтвердили, что у Регины были интимные отношения с Вандер Богартом, как минимум с 12 лет. Однако Ванден Богарта ни разу не допрашивали, его не арестовывали, и ему не было предъявлено никаких обвинений за изнасилование. Луф утверждала, что на секс-вечеринках присутствовали и другие несовершеннолетние, и что их тайно снимали на видео с целью шантажа. Она сказала: «Это было хорошо организовано. Большой бизнес. Шантаж. Были вовлечены большие деньги». Во время своих показаний она описала некоторых своих клиентов, включая судей, известного политика и банкира. Она предоставила полиции имена, адреса и подробное описание 2 убийств, которые совпадали с нераскрытыми убийствами 2 девушек. Луф сообщила, что на вечеринках занимались не только сексом. Присутствовали также садизм, пытки и убийства. По ее словам, одним из организаторов таких вечеринок был человек по имени Миш. Луф описывала его как очень жестокого человека, который пытал девушек с особой жестокостью. Она рассказала, что в то время Дютру был молодым человеком, который приносил наркотики на вечеринки, чтобы обездвижить девушек, а также выполнял другую похожую работу. В качестве награды ему разрешалось развлекаться с жертвами. Эти преступления якобы происходили за 10 лет до ареста Дютру в 1996 году. Полное имя Регины Луф просочилось в прессу. Ее тут же выставили фантазеркой и лгуньей. Новый председательствующий судья, который пришел на место Канерота, заявил, что показания девушки не заслуживают доверия, поэтому ее показания и показания других свидетелей X в дальнейшем не будут приниматься во внимание. Один из других свидетелей X, чье настоящее имя не раскрывается до сих пор, но который в настоящее время работает на полицию, рассказал, что он стал свидетелем и сам испытал похожее насилие. По его словам, детей выводили в лес и устраивали на них охоту. В конце концов, такую добычу затравливали доберманы. Свидетель X3 показал, что одним из членов секс-вечеринок, где совершались оргии с несовершеннолетними, пытки и убийства, был генеральный секретарь НАТО Вилли Клаас. Впоследствии Клаас был отстранен от своей должности, но не из-за дела Дютру, а из-за крупного коррупционного скандала, связанного с закупками военной техники. Интересный факт. Вилли Клаас пробыл на должности генсека НАТО менее года, в 1994-1995 году. Именно во время краткого руководства Клааса НАТО впервые задействовало военную силу для урегулирования конфликта в Боснии. Свидетель X2 заявил, что высокопоставленные политики Этьен де Виньон, Поль ван ден Бойнанс, Бенуа де Бонвуазен и принц Александр Саксон-Кобург-Готский участвовали в оргиях с несовершеннолетними. В 1999 году была опубликована книга «Файлы X. Что не должна знать Бельгия о деле Дютру». Ее написали несколько журналистов крупнейших бельгийских газет.
В книге утверждается, что свидетели X были гораздо более убедительными, чем про них рассказывали в СМИ. Также говорилось, что магистраты и высокие должностные лица из полиции приложили значительные усилия для того, чтобы опорочить показания свидетелей X. Отец убитого полицейского, Симона Панселе, который занимался расследованием угона автомобилей, судья Гай Панселе, сказал, что эта книга блестящая и убедительная, а также, что важные доказательства были преуменьшены властями. Смертную казнь в Бельгии запретили в 1996 году. Последний смертный приговор в этой стране был приведен в исполнение в 1918 году. Однако большинство бельгийцев выступали за смертную казнь в деле Дютру. 22 июня 2004 года Марк Дютру получил максимально возможный приговор – пожизненное заключение. Его жена Мишель Мартен получила 30 лет лишения свободы. Сообщник Мишель Лильевр – 25 лет. Присяжные так и не смогли определиться по поводу бизнесмена Мишеля Нихула, был он виновен или нет. На следующий день после приговора, 23 июня, Дютру подал апелляцию. В итоге Нихул был полностью оправдан в обвинениях по похищениям людей и заговоре, но был признан виновным по обвинениям, связанным с наркотиками, и получил 5 лет лишения свободы. Он вышел на волю осенью 2006 года. После отсидки он проживал в портовом городке Зебрюге, вплоть до своей смерти 23 октября 2019 года. 19 августа 2012 года в Брюсселе на улицы вышли около 2000 человек. Поводом послужило досрочное освобождение Мишель Мартен. Из своего 30-летнего приговора в тюрьме она провела всего 16 лет, с учетом времени, пока шло следствие. После этого она была условно-досрочно освобождена. После освобождения суд передал ее на попечение женскому монашескому ордену Клариссинки в Малон. Ей дали приют, хотя она не являлась частью общины. Сестры ордена заявили, что не являются ее опекунами, а приют был предоставлен при условии, что она не нарушит условий своего условно-досрочного освобождения. Впоследствии монастырь был продан. Перед Мишель Мартен встал выбор – либо найти себе новый приют, либо вернуться в тюрьму. Ей решил помочь бывший судья. Он построил на территории своей фермы небольшую квартирку, куда и пристроил Мартен. Она живет там и по сей день. До недавнего времени Лильевр отбывал наказание в тюрьме. В 2005 году, через год после заключения, он подал прошение об условно-досрочном освобождении. Это прошение было отклонено, поскольку он не выплатил компенсацию жертвам. Властям Бельгии пришлось выплатить ему 6000 евро. Почему? В 2007 году так постановил Европейский суд по правам человека. Такова была компенсация морального вреда из-за того, что Лильевр почти 8 лет провел под стражей, а это очень много. С 2013 года ему разрешили покидать тюрьму на несколько часов под наблюдением. В 2018 году Лильевру предоставили тюремный отпуск. В бельгийской судебной системе есть такое понятие. Осужденному разрешено трижды за триместр выходить за пределы тюрьмы периодами до 36 часов. Благодаря этому у осужденного есть возможность поддерживать семейные и социальные контакты и готовиться к интеграции в общественные отношения. Однако тюремный отпуск Лильевра был отозван, когда он нарушил предписанные условия. В конце сентября 2019 года Брюссельский суд вынес решение об условно-досрочном освобождении Лильевра при условии, что он подыщет себе дом. В знак протеста против решения суда 20 октября на улице Брюсселя вышли 400 человек и устроили черный марш, аналог белого марша 20 октября 1996 года. Мишель Лильевр нашел дом, поэтому 2 декабря 2019 года 48-летний сообщник монстра из Шарлеруа был освобожден. Условия были следующие. Не допускается совершать правонарушения. Всегда быть на связи. Запрещается употреблять алкоголь или наркотики. Он обязан поступить на учебу или найти работу. Выплачивать компенсацию жертвам. Не контактировать с жертвами или бывшими сообщниками. Не посещать ряд областей и провинций. Фламандский Брабант, Лимбург, Эно, Льеж, Люксембург,
а также некоторые районы Брюсселя. 18 декабря 2019 года, через 2 недели после освобождения, Мишеля Лильевра избила группа неизвестных людей. 4 февраля 2013 года Марк Дютру подал в суд Брюсселя прошение об условно-досрочном освобождении. Он уверял, что более не представляет опасности и хочет провести остаток заключения под домашним арестом при условии, что будет носить электронный ярлык – GPS-браслет на щиколотке. 18 февраля. После длительного обсуждения суд отклонил его запрос. В настоящее время Дютру содержится в одиночной камере. В августе 2018 года Дютру написал письмо родителям своих жертв, чем вызвал их возмущение. В письме он пытался оправдать себя. Писал, что напротив хотел защитить детей от мафии. Однако так и не ответил ни на один из множества вопросов, которые ему задавали родственники девочек все эти годы. Точный текст письма найти не удалось. Поэтому, если кому-то удастся его найти, будет очень интересно посмотреть. В октябре 2019 года Марк Дютру получил право на предварительное условно-досрочное освобождение для прохождения психиатрической экспертизы, которая должна была быть проведена в мае 2020 года, но была перенесена из-за пандемии COVID-19. Экспертиза все же была проведена. Коллегия психиатров опубликовала отчет, в котором говорилось, что Марк Дютру остается психопатом и по-прежнему возможен риск рецидива. Только его содержание в строгих и закрытых рамках позволит ограничить опасность, которую Марк Дютру представляет для общества, были заключительные слова отчета. Дютру собирался выйти на свободу в 2021 году, но, судя по намекам экспертов, он уже не выйдет никогда. Его адвокат заявил, что из-за этого его подзащитный находится в глубочайшей депрессии. Однако Жанни Лауэнс, мать чудовища из Шарлеруа, как Дютру окрестили в прессе, не проявила ни капли сострадания к своему сыну. «Пусть гниет в аду, я не пощажу его. Марк Дютру – актер. Депрессия не является частью его характера. Своими заявлениями он еще глубже вонзил нож в раны родственников жертв. Пусть с ним обращаются так же, как он обращался с теми, кто пострадал от него». Спасенная Сабина Дарден написала книгу под названием «Я выбираю жить». Она рассказывает, что решила написать книгу для того, чтобы люди больше не спрашивали ее о том, что ей довелось испытать, и чтобы педофилов не отпускали на свободу раньше положенного срока. Книга охватывает 80 дней заключения, последующее освобождение и суд над фигурантами дела. Описание некоторых истязаний опущено. Когда девочку вернули домой, она отказалась от предложенной ей психотерапии, поскольку не считала это необходимым. Однако однажды посетила психотерапевта по просьбе следователя. Но помощь психотерапевтов потребовалась ее семье. Сабина хотела продолжать жить прежней жизнью. Она вернулась в школу в начале семестра, хотя ей было предложено взять каникулы. Она продолжила ездить в школу на велосипеде по той же самой дороге, хотя ее мама была резко против этого и против любых игр на свежем воздухе. Пресса назойливо следила за жизнью семьи за пределами дома. Однако адвокату Дарденов в конце концов удалось восстановить их право на частную жизнь. 20 октября 1996 года Сабина Дарден, Летиция Дельес и их семьи также приняли участие в Белом марше, где критиковали власти за их халатность, игнорирование множества улик, намеренное сокрытие фактов и связь высших должностных лиц с криминалом. Регина Луф, ключевой свидетель X1, в настоящее время проживает в Бельгии с мужем и 4 детьми. Она является владельцем собачьего питомника и приюта для животных. Пытается спасать братьев наших меньших, тех, кто не способен позаботиться о себе сам. Жан-Денис Лежен, отец Жюли Лежен, в июне 1996 года принимал участие в работах по созданию организации, которая помогала в поиске пропавших детей. В 1998 году она была преобразована в Child Focus, аналог Европейского центра пропавших без вести и сексуально эксплуатируемых детей. Жан-Денис стал одним из организаторов Белого марша. С 2005 года работает в комиссии по правам детей.
в 2007 году выпустил книгу под названием «Скажи моей дочери». Карин Руссо, мама Мелиссы Руссо, которая якобы умерла в подвале Дютру от голода и обезвоживания, 17 августа 2016 года, ровно через 20 лет после эксгумации 17 августа 1996 года тела ее дочери Мелиссы и еще одной похищенной девочки Жюли Лежен, выпустила книгу под названием «14 месяцев». В книгу она включила письма, которые писала своей дочери во время тех 14 месяцев, пока судьба девочки была не определена. «Не забывайте», – призывает плакат у моста на Валлонском шоссе. Со знакомой фотографией смотрят Мелисса Руссо и Жюли Лежен. В этом году подругам исполнилось бы 16 лет. Но им навсегда останется только 8. Изучая это дело, пришлось перерыть много материала. Многое не вошло в фильм, но остается в памяти. Если у вас остались какие-то вопросы, есть свои мысли или факты, которые вы считаете важными, но которые не были упомянуты в фильме, пишите об этом в комментариях. Все обсудим и постараемся разъяснить. Кем же был Марк Дютру по прозвищу Чудовище из Шарлеруа? Маньяком-педофилом-одиночкой или звеном могущественной преступной группировки, которая поставляла детей для ужасных развлечений богачей и властимущих? Скорее всего, для многих ответ уже очевиден. Однако все факты, имена и детали этого дела еще долго будут оставаться неразгаданными тайнами.